Хвича забил, ПСЖ выиграл 3-1, и в Англии будет полегче. Давайте разбираться, что еще было интересного в первом матче 1/4 финала. Друзья, ну вот так в ночи я уже записываю этот выпуск. Сегодня в тестовом режиме мы проводили стрим, там был Михаил Ашвети, Михаил Поленов, но не только одни Михаилы, Иван Боделевский, работавший вместе с Хвичей Зорюко в казанском Рубине. Очень много историй, очень классно, тепло получилось. Можете посмотреть, промотать. В перерыве мы очень подробно поговорили о времени Кварцхелия в Казани и о том, каким он там был игроком, как он себя вел, какие были истории. Короче, много всего интересного. Заходите, смотрите. Ну а в этом видео я максимально коротко расскажу о главных событиях матча ПСЖ Астон Вилла и почему вообще стоит смотреть ответную игру. Уже на часах у меня почти 3 часа ночи, но для тех, кто рано утром будет смотреть это видео или поздно в ночи, кто, может быть, матч не видел, я хотел бы такие основные моменты подметить по итогам этой игры. Ну, во-первых, ПСЖ выиграл 3-1. Это значит, что шансы на то, что команда Кварцхелия дойдет до финала Лиги Чемпионов или даже выиграет ее, увеличиваются. И знаете, что самое интересное теперь, что ПСЖ следующий свой матч будет проводить опять с Астон Виллой. А почему? Не потому, что команда выиграла чемпионат Франции, им плевать вообще на то, что там будет дальше происходить, и они будут играть вторым составом или вообще не пойдут на матч. Все дело в том, что руководство Лиги 1 пошло навстречу клубу и перенесло матч чемпионата Франции против Нанта на неделю вперед. И вот так ПСЖ спокойненько себе будет готовиться к ответному матчу в Англии. Но Астон Вилла, надо сказать, будет играть против Саутгемптона, который, в общем-то, тоже уже в отпуск давно ушел, потому что вылетел из английской премьер-лиги. Но давайте сначала о матче прошедшем. Что у нас было интересного? Ну, конечно же, игра началась тотальным доминированием Парижа, было очень много моментов, но, знаете, вот какая-то была такая белая стена, в которую утыкалась атака Парижа, не было заметно Дембеле, не было заметно Дуэ, ничего Париж не мог сделать с точки зрения голевых моментов, и первый тайм, может быть, он бы вообще 0-0 закончился, если бы не контратака Астон Виллы, которая буквально вообще в несколько касаний разрезали всю оборону, и там накатили на дальнюю штангу. Роджерс на дальней штанге один переправил мяч в ворота. Доннарума был бессилен. 0-1. Какая дерзость, кто-то может сказать. Ну и здесь пришел черед Дезире Дуэ. Он получил мяч на границе штрафной и долбанул, что есть мочи, в дальнюю 9. Счет сравнял, и вот так команды ушли на перерыв. Но по первому тайму, мне кажется, что Хвича, он выделялся и был, наверное, один из лучших на поле. Я сейчас не вспомню конкретно там по цифрам, что было, но мы тоже, кстати, на стриме анализировали итоги первого тайма, и там было видно, что ни одного удара в створ в воротах Хвичи не было, 2 было заблокированных удара. Ну, был успешный дриблинг, и пытался он обострять, но его очень плотно встречали там. Сначала один защитник встречал, за ним еще второй, и поэтому далеко пройти не удавалось. Но, тем не менее, мне кажется, что одно из достижений еще Хвичи в первом тайме – это желтая карточка одного из защитников Астон Виллы, Мэтти Кэш. Он сфалил как раз-таки на Хвичи, было очень много быстрых атак, за что мы любим ПСЖ и их футбол. И вот одна из таких атак закончилась фолом, в результате чего была в перерыве произведена замена. Ну и второй тайм, знаете, так спокойненько как будто бы начинался, но потом очень классный выход из обороны в атаку, там Астон Вилла, знаете, как будто что-то почувствовала, решила, что сейчас мы этот ПСЖ накажем, этих фуфлыжников, сейчас мы им забьем, но не так было. Быстрый переход из обороны в атаку, Фабиан Руйс выводит Хвичу Кварцхелию, на левом фланге, кстати, Хвича опять перемещался, слева, в центре, справа, везде был, и фирменный, уже можно сказать, его финт, на замахе он отправил защитников за пределы поля. Много, кстати, таких мемов есть на эту тему. В буфет, куда угодно. И после этого спокойно, мощно в девятку положил. Ну, кстати, даже не знаю, спокойно с точки зрения хладнокровия. Но удар вообще неспокойно был. И Мартинес, мне кажется, как в убойном футболе, мог просто улететь в сетку и порвать эту сетку. И, как всегда, вот знаете, вот это Хвича 2-1. Это прям какая-то мантра Луиса Энрике. И вот здесь опять счет стал 2-1. Играть стало легче, жить стало веселей.
Там был еще один гол, который, к сожалению, из-за офсайда отменили, но чья была передача? Передача была Хвичи, он обострял, отдавал на Хакими, но небольшой микроскопический офсайд был. Ну и мне показалось, что, знаете, как будто бы уже в этом матче все понятно. Посмотрите на моментум специальный. Такая инфографика по ходу матчей, ну просто тотальное доминирование Парижа, без шансов. Астон Вилла, можно сказать, случайно забила, как Ливерпуль, кстати, забивал тоже. И вот при счете 2-1, ну, мне показалось, что уже все, не будет больше у Виллы никаких шансов, ну, какие-то полумоменты были, но в итоге, что вы думаете, опять Хвичи Кварацхелия блестяще дал передачу, разрезал оборону. Там мяч получил Дембеле, и знаете, что интересно, что на острие атаки оказался Нуну Мендеш. И он как будто в повторах, там пока между голами вот этими было минут 40, он посмотрел, ага, Хвичи, значит, вот так убирает защитников. И сделал практически то же самое, убрал защитника, отправил мяч в ворота, 3-1, Луис Энрике счастлив, Грузия ликует, Хвичи ликует, все мы счастливы. Ну и вот после этого гола, после той атаки, которую Хвичи начал, он поле покинул, в итоге он сыграл, ну, практически весь матч, 90 плюс 3 он ушел, ну, не знаю, может быть, так, овации хотел Луис Энрике собрать для Кварацхелии. Не знаю, что он имел в виду этой замены, но получается, что Хвича лучший игрок матча, он получил награду прямо у поля, ПСЖ это красиво показал и рассказал. Давайте посмотрим статистику Кварацхелия, посмотрите, как сегодня разнообразно он действовал, и такое ощущение, что справа он действовал больше, чем слева, что очень даже любопытно. Ну, давайте посмотрим на цифры. 0,3 ожидаемых голов, то есть, в принципе, не ожидали статисты вот этого гола. Голевые передачи 0,22 ожидаемые. Ну и касания, 103 касания мяча, хороший результат. Дриблинг, 4 заблокированных удара. Посмотрите, кстати, как Эмери и Астон Вилла провели аналитику, провели работу над ошибками. Возможно, смотрели мои выпуски и читали ваши комментарии, и поэтому просто не давали Хвичи бить, все блокировали. Хвичи немало угловых подавал тоже, но вот забил с игры. И один раз все-таки он смог перехитрить оборону Астон Виллы. Ну, точность передач тоже хорошая, 94%. Это стоит отметить. Ключевые пасы 5. Ну, другая статистика сейчас на ваших экранах. Вы видите, что у Хвичи, в общем, все в порядке. И справедливо, что он в числе лучших. Но, кстати, Дуэ и Дембеле недалеко ушли. Хотя, на мой взгляд, потому кто тащил игру, кто обострял, Хвичи здесь вне конкуренции. Ну, давайте посмотрим на общую статистику матча. Что здесь может быть интересно? Ну, по XG, в общем-то, тоже доминирование Парижа. Ну, в итоге вместо 2 они даже 3 забили. Удар по воротам 29-7, 8 сейвов у Эмилиано Мартинеса. Но я думаю, что этот Париж, ну, Астон Вилле уже точно не остановить. Матч с Арсеналом в полуфинале или с Реалом, конечно, будет другим. Но вот, знаете, не хочу никаких шапкозакидательских настроений. Все бывает, это футбол. Но я считаю, что Париж уже обязан просто выходить дальше. Ни в коем случае, конечно, нельзя вот с такой мыслью в голове выходить, потому что 2 мяча пропустить легко можно. И мы видим, что оборона не безгрешна. Играть нужно до конца, в том числе и Хвичи. Но учитывая календарь, что сейчас матч перенесли, будет недельный цикл, следующий вторник игра, конечно, нужно побеждать и проходить дальше. Вот такое ревью, вот такой выпуск. Надеюсь, что вам было интересно. Ну, извините, что так сегодня сжато и коротко. Не мог я для вас как-то упустить и ничего не сделать. Но чтобы сделать что-то обстоятельное, конечно, нужно больше времени. А я уверен, что вам уже интересно, что же там было в этом матче. Может быть, вы игру не смотрели, но слышали крики вокруг и хотите узнать, что там было внутри. Ну и, конечно, мы ждем четверга. В четверг Жорж Микаутадзе против Ман Юнайтед. Я уверен, что Жорж будет в старте. Вот Экип говорил, Хвичи не будет в старте. Ну и что, и что? В итоге вышел он. Поэтому ждем Жоржа, у меня будет очередной стрим, в гостях будет грузинский журналист, его имя вы узнаете совсем скоро, поэтому отдыхаем, набираемся сил и ждем четверга, продолжается феерия грузинского футбола.